Сергеич был рыбаком старой закалки. 40 лет в море, шрамы на руках, соль в венах. Он не боялся штормов, но то, что случилось в тот ясный вторник, заставило его кровь застыть в жилах. Он был в 5 милях от берега, когда старый дизель его баркаса чихнул в последний раз и умер. Тишина в открытом море, самый страшный звук. Сергеич выругался, достал инструменты, но не успел даже открыть капот. Удар был такой силы, что его швырнуло на палубу. Баркас затрещал. Сергеич схватился за борт и увидел ее. Из черной воды, прямо у кормы, поднялся 2-метровый спинной плавник. Касатка. Кит-убийца. 6 тонн идеальной хищной мощи. Она не просто проплывала мимо. Она атаковала. Касатка разогналась и с глухим стуком врезалась мордой в корму лодки. Еще раз. И еще. «Ты что творишь, дьявол?» — заорал Сергеич, хватаясь за багор. Он знал страшные истории. Касатки иногда играют с лодками, переворачивая их, чтобы добраться до людей. Но хищник не пытался перевернуть судно. Касатка уперлась головой в транец, включила свою невероятную мощь и начала толкать. Баркас, скрипя всем корпусом, пошел вперед против воли хозяина. Сергеич был в панике. Он тыкал багром в черную спину, кричал, матерился. Но это было все равно, что пытаться остановить товарный поезд зубочисткой. Касатка упорно, с пугающей методичностью, толкала его все дальше и дальше в открытый океан, прочь от спасительного берега. «Она тащит меня на глубину, чтобы там прикончить», — с ужасом понял рыбак. Прошел час этой безумной гонки. Сергеич, обессиленный страхом, просто сидел на палубе, ожидая конца. И вдруг толчки прекратились. Касатка шумно выдохнула фонтан воды, ударила хвостом и ушла на глубину, оставив лодку качаться на волнах в 10 милях от прежнего места. Сергеич, не веря своему счастью, на ватных ногах поднялся и посмотрел назад, туда, где он был час назад. И тут он посидел. Горизонт там, позади, исчез. На том месте, откуда его так упорно выталкивал убийца, небо соединилось с морем в черном вихре. Это был внезапный, локальный шквал невероятной силы. Белый шквал, который возникает из ниоткуда и топит корабли за минуты. Если бы касатка не вмешалась, его старый баркас уже лежал бы на дне, разломанный в щепки этой стихией. 6-тонный хищник чувствовал изменения давления и вибрации, недоступные человеку. Зверь, которого называют убийцей, потратил час своей жизни и тонну сил не чтобы убить, а чтобы вытолкать хрупкого человека из зоны смертельной опасности. Старый рыбак смотрел на бушующее вдалеке море, и по его обветренным щекам текли слезы. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.